Приветствую всех на канале, меня зовут Александр, канал Забелов Хаус. Популярные китайские инструменты различного назначения в сегодняшней распаковке. Почтовый пакет доставили с Китая в Беларусь воздушной почтой только через 27 дней с отслеживаемым трек-номером. Упаковка некачественная, желтый конверт местами порвался, однако сам товар дошел в целости. Здесь находится штатив для подвешивания на него буромашинки при работе с гибким валом. Купил я его на AliExpress за $7.18, решил сэкономить. В комплекте телескопический металлический штатив с крюком и струбцины из пластика. Здесь 3 металлических колена, которые фиксируются согласно стрелке. На плюсе поворачиваем. Так, и также металлический крюк с большой выдвижной такой ножкой. Нижнее колено фиксируется в струбцине с помощью винта с гайкой. Если струбцину крепить к вертикальной плоскости, то есть еще одна гайка и можно штатив привинтить к ней. Таким образом и зафиксировать. Максимальная толщина в столешнице, на которой можно зафиксировать струбцину, 65 мм. Высота регулируется от 25 см до 68-68,5 см максимально. По итогу штатив мне не понравился, так как он очень хлипкий именно как для инструмента. Все крепежные элементы, на которые ложится вся нагрузка, изготовлены из пластика. Поэтому струбцина выгибается при фиксации к столешнице, а цанговый патрон, в котором крепится верхний металлический крюк, трескается при сильном зажиме. Поэтому крутите до малейшего упора и не пережимайте. Реальная цена такому штативу, наверное, бакс. Больше бы не дал. Бормашинку он, конечно же, удержит, но из-за низкого качества к покупке однозначно не рекомендую. Лучше взять оригинальный штатив для фирменного Dremel, но он будет дороже в 2-2,5 раза. Следующий пакет, и здесь коробка. Купил на AliExpress промышленный пирометр за $24.07 с платной доставкой. Инструмент, который в быту не всегда, но иногда нужен. У меня вариант, как я понимаю, в розничной коробке. Оценили его в $15. Пирометр, он же инфракрасный термометр, как тут указано, модель ST490+, способна измерять температуру в пределах до плюс 490 градусов Цельсия. Никаких технических данных на упаковке нет. Комплектуется. В принципе, скромная комплектация. Малогабаритный пистолетик, выглядит как игрушечный. Комплектуется только листком с инструкцией на английском языке с иллюстрациями. В рукоятке находится батарейный отсек, который просит запихнуть сюда 2 батарейки типа 3А. Пластик качественный, такой глянцевый, но ощущение, что это все-таки игрушка. Ручка здесь не обрезиненная, просто такая вот шурпатая. Спереди размещены окно ИК-передатчика с приемником, а над ним окно лазерной указки. Этот инструмент позволяет бесконтактным способом на расстоянии измерить температуру в пределах от минус 50 до плюс 490 градусов Цельсия на поверхности различных материалов, для которых в таблице представлен корректирующий коэффициент, чтобы верно определить это значение. Он не предназначен для измерения температуры тела, а именно в промышленности, для безопасного определения температуры для труднодоступных, токсичных и высокотемпературных объектов. На борту есть инверсный цветной ЖК-дисплей и 3 кнопки под ним. В центре кнопочка выбора режимов мод, регулировки значений вверх-вниз. Для активации пирометра нужно нажать на курок. Яркость ЖК-дисплея не регулируется. Пока курок нажат, инструмент постоянно сканирует температуру. Здесь вот есть скан. Результат фиксируется, hold, когда отпускаем курок. Для удобства пользования есть лазерная указка. В центре крупным шрифтом значение измеряемой температуры. Ниже значение коэффициента ЕМС. В данный момент значение 0,94. Для большинства предметов установлен коэффициент значения 0,95. Есть индикация единиц измерения градусов Цельсия или Фаренгейта, уровня заряда батарей и символ активации лазерной указки. Устройство автоматически выключается через 20 секунд для экономии заряда батареи. Единицу измерения переключаем правой кнопкой. Так, Фаренгейт указан здесь, Цельсий. А лазерная указка включается-отключается левой кнопкой. Нажимаю, символ исчез, снова нажимаю, появился. Соответственно, так оно есть.
Если выключить, то при нажатии на курок лазерная окраска отсутствует. Последовательное нажатие кнопки Mode циклично переключает отображаемое внизу дисплея значения EMS, максимальное измерение значения температуры, высокое и низкое значение температуры для сигнализации. Выбираем значение коэффициента и кнопочками вверх-вниз регулируем от 0,1 до единицы. Максимально измеренное значение температуры не регулируется, оно по факту просто фиксируется. Порог срабатывания сигнализации для максимальной температуры по умолчанию 100 градусов Цельсия. Также регулируем этими кнопками меньше, больше. Подтверждаем нажатием на курок. Оно зафиксировалось. Минимальное также регулируем этими кнопочками и подтверждаем значение нажатием на курок. А нижнее значение по умолчанию 0 градусов Цельсия. Сигнал раздается, если измеряемая температура выходит за пределы этого диапазона. Для верного измерения температуры на блестящей поверхности рекомендуется заклеить ее темной лентой, дождаться, когда температура на ленте выровняется с температурой объекта, и откорректировать коэффициент ИМС согласно таблице, прилагаемой в инструкции. Нет у меня возможности проверить точность измерений, но выявлять при проведении ремонта неисправные электронные элементы путем определения тех, у которых рабочая температура явно отличается от других, этого прибора вполне достаточно. Дальность действия не заявлена, но лазерную метку можно наблюдать с расстояния и в 10 метров. На AliExpress много различных вариантов пирометров, у меня вот такой вариант и ссылка в описании. И еще один конвертик, достаточно тяжеловатый. Зарядное устройство для нескольких типов цилиндрических аккумуляторов Li Takada Li 500S. В этом конверте должен быть. Это обновленная версия китайского зарядного устройства Li просто 500. Обновления тут коснулись не только наличия сенсорных кнопок управления, но и также зарядных токов. Прикупил на AliExpress в официальном магазине за $27.38. Упаковка — картонная розничная коробка, на которой изложена в полном виде, наверное, вся техническая информация по данному инструменту. Все типы аккумуляторов, которые можно заряжать. И это литий-ионный, никель-металлгидрид, никель-кадмий. Это устройство позволяет еще тестировать аккумуляторы, измеряя их емкость и другие параметры. Я брал комплект без автомобильного адаптера, здесь только вот инструкция такая цветная. На китайском, английском и русском языках, что особенно приятно и удивительно. Адаптер с евровилкой, с таким вот коннектором плюс в центре. 12 вольт током 3 ампера. Кабелем питания длиной 1 метр 40 сантиметров. Ну, такое увесистое устройство. И сам инструмент также, видите, как все упаковано. И пупырчатый конверт, и каждый отдельный элемент тоже в пупырчатой пленке. Гуд продавцу. Вот так. То есть индикатор здесь находится внизу, под пленочкой, кстати. На торце зарядного устройства имеется стикер с QR-ссылкой на официальный сайт бренда. Ну, приобретал в официальном магазине, поэтому надеюсь, что все это фирменное. Так, и сверху на торце имеется коннектор для подачи питания и USB-выход 5 вольт. То есть можно его использовать как powerbank при установленных здесь аккумуляторах. Черный пластик, сделан очень качественно. Снизу резиновые опоры. Есть отверстие для вентиляции. И на торцах также. Зарядное устройство имеет 4 независимых слота для цилиндрических аккумуляторов высотой до 74 мм. Подпружиненные контакты надежные. Независимо — это значит, что каждый слот одновременно может или заряжать, или разряжать, или тестировать установленный в него аккумулятор. Одновременно в слоты можно установить 2 аккумулятора типа 26650, например, в крайние, и в центральные 2 аккумулятора менее габаритные. Подключается все это к источнику питания 220 вольт. И в момент запуска при отсутствии аккумуляторов имеется такое уведомление. Максимальным током 2 ампера возможна зарядка только 2 аккумуляторов, установленных согласно обозначениям только в крайних слотах. При установке аккумулятора активируется соответствующий слот, появляется индикация на экране. В дальнейшем выбор слота для индикации параметров на дисплее осуществляется сенсорными кнопками с номерами 1, 2, 3, 4. Все манипуляции подтверждаются звуковым писком.
Инверсный жидкокристаллический дисплей, желтые знаки на черном фоне. По умолчанию подсветка отключается через 30 секунд. Чтобы свечение было постоянным, нужно при выключенной подсветке нажать и удерживать любую кнопку слота для ее загорания. Установлю аккумуляторы в свободные позиции. Повторное удержание сенсорной кнопки слота переведет подсветку в режим свечения 30 секунд и выключит ее. В этом режиме она пробуждается при нажатии на любую кнопку или манипуляцию с контактами. Для выбора одного из трех режимов заряд, разряд, тест используется кнопочка мод. Для выбора значения тока циклическое нажатие на соответствующую кнопку. В этой модификации зарядного устройства изменено значение тока заряда на 500, 700, 1000 и 2000 мА. Если установить больше батареек, то ток заряда снизится сразу до 1000 мА максимально, да. А для аккумуляторов никель-металл-гидрид нет возможности выбора тока в 2 ампера. Только 1000. Но это тоже, конечно, для него очень много. Ток разряда 250 и 500 мА. Если в течение 8 секунд после установки аккумулятора настройка не выполнена, то по умолчанию устройство переходит в режим зарядки током 500 мА. Если вы хотите изменить настройки, необходимо кнопочку мод удерживать некоторое время до мерцания значения зарядка, разрядка, тест. В это же время можно изменять ток. При работе на дисплее индицируется режим работы, в данный момент тест, значение тока заряда или разряда, час заряд, charge 500 мА, напряжение на контактах аккумулятора 4,1 вольта, рост емкости в мАч, истекшее время часы минуты, номер слота и проиллюстрирован заряжаемый аккумулятор. По окончанию процесса подсветка сенсорной кнопки соответствующего слота меняет цвет с красного на зеленый. Результаты значения емкости в режиме разряда, а при повторном нажатии на кнопку выбора данного слота в режиме заряда будут представлены на дисплее. Охлаждение пассивное, устройство работает тихо. Использование зарядного устройства в качестве павербанка спорное, потому что кроме установленного слота аккумулятора требуется обязательное подключение к источнику питания через адаптер. Подключу нагрузку. При этом импровизированный павербанк способен выдать нагрузку ток не более 1 ампера. Ток 1,16 ампера, при этом напряжение падает до 4 вольт. Его можно использовать только в том случае, если отсутствует оригинальный адаптер для зарядки смартфона. Ну а теперь озвучим недостатки и достоинства этого устройства. Недостатком считаю поддержка только 3 типов аккумуляторов: литий-ионный, никель-металл-гидрид и никель-кадмий. Далее довольно высокий минимальный ток заряда 500 мА для аккумуляторов форм-фактора 3А, при котором они сильно греются до 50 градусов Цельсия. К достоинствам же отнесу большой информативный контрастный жидкокристаллический дисплей с яркими желтыми символами на черном фоне. Удобное сенсорное управление. Поддержка аккумуляторов длиной до 74 мм, то есть войдут аккумуляторы с платой защиты. Далее высокий ток заряда 2 ампера для быстрой зарядки высокоемких аккумуляторов. Наличие режима тест, возможность измерять закачанную в аккумулятор энергию и время заряда, разряда, тихая работа, защита от короткого замыкания и неправильной установки батареи. Да, в этом случае слот не активен. Так активируется. Присутствует также защита от перегрева аккумуляторов. Хорошая комплектация и доступная инструкция на русском языке. В общем, инструмент простой в пользовании, освоите за 15-30 минут. С помощью него я выявил аккумуляторы, которые уже пора в утилизацию. У меня в пользовании есть устройство Nightcore D4. Это просто зарядное, оно не измеряет емкость аккумуляторов, но способно выдать низкий ток заряда до 150 мА на 4 слота. Как видите, упаковки очень похожи, в цветах, как будто это один и тот же бренд. Зарядив любой аккумулятор данным устройством с помощью мультиметра, я измеряю ток между контактами аккумулятора. Любая новая батарейка типа 2А, 3А и полностью заряженный хороший аккумулятор выдают ток 5-6 ампер. 18650 выдают гораздо больше ток, прикладываем только кратковременно.
Ну тут даже 12-13 ампер. То есть надо мерить не напряжение на контактах, а именно ток. Вот у меня использована такая батареечка на 12 вольт. Напряжение она сейчас имеет на контактах 11 вольт. Но реальный ток у нее 320 миллиампер. Она уже старая, ее тоже нужно утилизировать. С зарядным устройством Li Takala вам не нужно отдельно мультиметр, другое зарядное устройство. Все, достаточно только его. Оно протестирует аккумулятор, измерит его емкость при заряде, разряде. Это вторая моя попытка приобрести данное устройство. Banggood как-то мне не прислал, а вот с официального магазина на AliExpress дошел. Ссылка в описании. 3 инструмента, 2, можно сказать, электронных, одно просто штатив. В принципе, эти устройства меня целиком полностью устраивают. Рекомендую и советую вам приобретать, кому нужны подобные. Ну, штатив так себе. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и до встречи здесь же. Пока, увидимся.